Дорогие друзья, хочу поговорить с вами об эмоциях. Человеку в этой жизни мешают достигнуть высот, спускают на землю, ломают сердце, душу, отравляют жизнь, уничтожают все созданное им и так далее, и так далее, и так далее. Что? Эмоции. Что входит в эмоции? Гнев, злость. Радость тоже входит, конечно, может быть и радость где-то мешает чрезмерная, но будем говорить сейчас об отрицательной эмоции, потому что отрицательные эмоции, они более сильны, к сожалению, в некоторых ситуациях, как бы не утверждали, что положительного больше и так далее, нет. Отрицательные эмоции сильны, почему? Потому что именно отрицательные эмоции в основном решают нашу бытность, быть или не быть, нашу судьбу, и очень многое в нашей жизни, поэтому отрицательные эмоции рассматриваются как более сильные, чем положительные в этом случае. Любовь тоже входит в это. Хотя любовь, это чувство внеземное, это вот нечто такое, что необъяснимо просто, и не поддается никакой логике, никакому описанию. Люди любят вопреки всему. Когда мы разбираем все качества человека, которого любим, мы понимаем, что его, может быть, и не за что вообще любить. Когда человека бьют на улице, извиняюсь, навряд ли он будет любить того, кто его избил, да? А если его бьют дома, он почему-то этого человека любит после этого, вообще любит, несмотря на побои. Так что любовь некоторых не поддается логике. В нашей жизни нам мешают эмоции. Мы холодно не можем рассуждать, с холодной головой, хладнокровно. Если бы мы умели отключать свои эмоции в нужный момент, мы жили бы намного лучше. Если вы слышали, очень часто говорят, судьба меняется тогда, когда ты перестаешь обращать на нее внимание. Вот когда ты перестаешь обращать на нее внимание, она начинает меняться, потому что она все время пытается тебя сломать, поддакивает. У меня когда-то был такой смешной статус, я написала: если судьба дает тебе по лицу, дай ей пинка, а потом возьми ее за волосы и таскай по дому. Бей ее до тех пор, пока не испустит дух. Пусть эта стерва знает, кто в лесу хозяин. Смешно, правда? Иногда так себя утешаешь и как-то помогает даже. Дело в том, что, ребята, нам мешают эмоции. И мы не можем менять свою жизнь к лучшему. Мы не умеем быть счастливым, мы не можем научиться. Я говорю не только о вас, но, может быть, и о себе в том числе. Потому что я такой же земной человек, как и вы. И я тоже совершала массу ошибок, очень много. И, может быть, совершаю до сих пор. Но в любом случае, кто вам может дать совет лучше, чем тот, который уже ошибался, правильно? Если вы видите, что ваш молодой человек безответственный, он не понимает, не несет ответственности. Иногда люди сами не понимают, что они своим поведением могут оставить семью на улице, могут оставить их на произвол судьбы. Они не понимают этого, они искренне хотят сделать хорошее, они искренне переживают, сожалеют иногда о содеянном, но не умеют жить по-другому. Они такие. И вы все время, обижаясь на этих людей, мучаясь в любом случае, выгоняя, принимая, любя, проклиная и тому подобное, вы мучите и себя, и его. Если вы не можете уйти от этого человека, не можете от него отказаться, не нужно его менять. Попробуйте поменять самого себя и отношение к нему. Вы говорите так, например, вот вы понимаете, что вам вместе тяжело, но и отдельно вы скучаете. Вот стоит вам попрощаться, через полчаса вы уже друг о друге не можете не думать, уже у вас все мысли друг о друге начинаются и так далее. Отключите эмоции и подумайте хладнокровно. Решите так: если я не могу с этим человеком жить постоянно, если он выпивает мою энергию, а есть люди, которые просто выпивают энергию, даже если ничего не делают, даже тем, что сначала они делают глупость, потом могут выпить некоторое время, потом начнут болеть, вам нужно ухаживать. Это все уходит время. Ваша жизнь тормозится, ваша жизнь кружится вокруг него. Если вы не можете быть счастливым вместе, но и врозь не можете быть, тогда установить для себя график посещения. Смешно звучит, но это очень поможет. Например, решите для себя, что вы будете встречаться раз в месяц несколько дней,
вот примерно полгода. А если вам понравится, и дальше. Многие люди таким образом спасаются друг от друга, но в то же самое время друг друга не теряют. То есть они решают так. Ты занимаешься своей работой, я своей работой. Раз в неделю встречаемся. Или раз в месяц встречаемся на несколько лет, если человек далеко живет, остаемся вместе, у нас эмоции, мы истосковались и так далее, гуляем вместе, ходим, все, время пришло, до свидания, ты едешь домой. Причем билет покупайте заранее сразу, чтобы вы уже точно знали, что он уезжает, и вы займетесь делами. Со временем вы к этому графику привыкнете, вам станет легче жить и дышать. Потому что не стоит друг друга душить и мучить. Есть люди, у которых разная энергетика. Зачем друг друга убивать? Почему идти на поводу каких-то, знаете, слухов, разговоров, каких-то канонов, каких-то законов во дворе 21 век, в конце концов. Решайте сами, как свою судьбу правильно построить. Есть люди, которые, это совет им, которые вместе не могут и врозь не могут. Кто-то из них безответственен, второй тянет на себе все. Пытается все решить, пытается все делать, пытается воспитать его. Некоторое время он вроде бы понимает все. Почему я сказала его? Потому что в основном безответственны именно мужчины. Женщина более ответственна, потому что она мать по природе. Ей нужно быть ответственной, чтобы кормить своего ребенка. А мужчине-то что он сделал и побежал дальше. Понимаете? Вот в чем дело. И поэтому постарайтесь сделать таким образом. Если вы чувствуете, что вы вдвоем катитесь в пропасть, потому что он не дает работать тебе, сам не делает, он не дает тебе жить и сам не живет и так далее, установите вот такое правило. Вам станет легче. Видите, эмоции отключили, спокойно сели, поговорили, решили и сделали вот именно таким образом. Иначе вы все время будете ссориться, расставаться, приходить, не давать друг другу жить, тут же звонить друг другу, опять прибегать, встречаться, и в конце концов вы окажетесь просто на грани психического вот истощения, физического истощения, ну и морального, и денежного в том числе, потому что если человек не работает, если сутками он занят своими эмоциональными срывами, конечно, у него ничего хорошего из этого не выходит. Второе. Отношения с родителями. Если вы чувствуете, что вы не можете установить с ними контакты и объяснить им нормально по-человечески, во-первых, уходите, живите отдельно, если есть возможность. Если нет возможности, постарайтесь с ними не конфликтовать. Просто выслушивайте, говорите спокойно, научитесь принимать ответственность за свои слова, сказанные. Не нужно на эмоциях постоянно бежать, убегать, кричать, махать руками, говорить спокойно. Если вы хотите, чтобы они вас восприняли как взрослого человека, значит, совершайте взрослые поступки, помогайте им, работайте, несите домой деньги, дайте им помощь какую-то, потому что они вас вырастили, в конце концов, и они не обязаны до конца своей жизни вас содержать и все ваши эти нужды, знаете, на себя брать. Иногда, если вы задумаетесь, если вы послушаете внимательно, вы поймете, что во многом родители правы. Действительно правы. Они хотят видеть вас самостоятельно сильного человека, самодостаточного. Конечно, бывает среди родителей вампиры, ничего не поделаешь. Значит, вам придется отдельно жить и вообще спасать свою семью, жену молодую, если вы женаты, от таких родителей. Эмоционально и спокойно. Иначе мы все плачем, хотим вместе жить, но по отдельности мы не можем. Так не пойдет. Нужно свою жизнь упорядочить. Вы живете один раз, второй раз вы сюда не придете. Если бы у вас была запасная жизнь, то можно сказать, ну и хрен с ним. Одну жизнь так проживу, вторую как-нибудь уже получше. Понимаете, жизнь будет одна у вас. Поэтому будьте здесь счастливы, научитесь быть счастливыми. Если вы потеряли все, ну и хрен с ним, это всего лишь материальное. Потеряли и потеряли, зато живы, правда? Жизнь у вас осталась. Вы за сколько лет то создали? Вот второй раз вы создадите намного быстрее. Почему? Потому что вы уже умеете создавать. В тот раз вы учились, а сейчас вы умеете создавать. У вас есть навыки, у вас есть работа, у вас есть мозг, ум. И вы уже можете выжить. Вы в любой ситуации выживете, потому что вы знаете, вы не с нуля будете начинать, вы уже знаете, как это сделать. И по своему опыту, по своему чутью вы очень быстро восстановите это состояние. У вас большие долги, продайте дом. Переезжайте, живите на квартиру, отдайте долг, отдайте, пускай убираются все эти коллекторы и прочее, прочее. Моральное страдание не стоит таких денег. Может быть, вам кажется, что мне легко говорить, это не так. Нелегко мне говорить и не просто. Я просто вам объясняю, что вот каждый день жить со страхом, ужасом, что сейчас постучатся в двери, придут, что-то сделают, это не жизнь. В конце концов, вы просто умрете раньше времени. Если вы
замужем за богатым человеком, он вас угнетает, убивает, оставьте все ему и разведитесь. Прям так и скажите: мне ничего от тебя не надо, я все тебе оставлю, подпишусь, от всего откажусь в твою пользу. Только отпусти меня, я хочу уйти от тебя, потому что я тебя видеть не хочу больше. И жить с тобой мне тошно. Просто уходите от этого человека. Или, может, если вы знаете, что он свирепый человек, просто уезжайте тайком. И потом через адвоката передайте все документы, в которых от всего отказываетесь. Не надо воевать за это все. Если человек может вас достать, если человек может вас заказать, может вас убить, если у него есть на это власть, если у него есть сила, если у него есть связи, зачем вы рискуете? Ради чего? Ради цацки какие-нибудь, шмотки, одежды? Да создадите вы это все, поверьте мне. Будете верить в себя, создадите это все. Не бойтесь подниматься с нуля, никогда не бойтесь. Отключите вот эту эмоцию страха. Страх нас толкает вообще в пропасть, черти куда, еще хлеще делает, усугубляет наше положение. Не бойтесь завтрашнего дня. Завтрашний день сам себя прокормит. Обязательно вам придет какое-то спасение, откуда-то какая-то мысль. Держитесь за свою мечту. Если вам дают эту мечту, уже говорила и повторяю, Вселенная очень логична, она не глупа. Нам просто так мечту никогда не дают. Вот сколько я читала истории, всегда выживали, всегда шли вперед люди, которые не смирялись с судьбой. Они не смирялись с тем, что у них не может этого быть. Нет, оно должно быть, потому что я хочу. Кто-то же достиг этого, почему я не смогу? Я же не Бог. Всегда вас будут тянуть назад люди, которые сами ни на что не способны, и говорят: ты ничего не можешь. Поверьте мне, даже если у вас нет руки и ноги, что угодно, вы можете выйти на улицу как королева, и все будут на вас смотреть и просто завидовать и вашей красоте, и ухоженности, и хорошим настроением. Можете заражать этим настроением всех вокруг, они даже не заметят вашего изъяна. А можно быть, я уже говорила, двухметровой красавицей, но не верить в себя настолько, что ходить скукоженной, и нафига тебе вот это все здоровье и красота. Зачем она нужна, если ты не умеешь этим пользоваться и правильно преподносить себя? Я знала женщин, которые абсолютно некрасивые, не отличались ни красивым телом, ни ничем. Но они умели себя преподавать, они умели так себя вести, не наигранно и театрально. Вот этого аферизма тоже терпеть не могу. Нет, просто они были естественные, такие, какие есть, искренние, настоящие, неподкупные. И с ними было просто интересно. Когда человек с вами говорит искренне, неподкупно, не пытаясь вам понравиться, какими-то терминами, какими-то замороченными фразами и прочими, она более близка к вам и как будто говорит от вашей души, понимаете, от вас говорит этот человек. Вот вы бы хотели это сказать, только не знали, как правильно сказать, а вот этот человек сформулировал это все и передал вместо вас. Отключите эмоции. Упали, поднялись, дальше пошли. Упали, снова пошли. Ничего страшного. Что-то случилось в жизни, что-то потеряли в жизни. Ничего страшного, я приду заново и снова. Не получается в городе. Надо подумать. Может, я могу переехать в другой город. В конце концов, задайте себе эти вопросы. Не закрывайтесь, не замыкайтесь, не создавайте себе тупик. Что ж я буду делать? Мне тут ничего не получается. Все, конец света. Нет. Не получается, и хрен с ним, с этим всем. Пошла-ка я в другое место, поищу я другой вариант, что можно было бы сделать. В конце концов, продайте квартиру, купите большой дом где-нибудь за городом, в красивом месте. Оставайтесь там, резко изменится все, и место изменится, и энергия изменится, и все изменится. Не люблю я этого человека, вынуждена жить. За что? Зачем? Ради детей. А детям нужна несчастная мать, которая даже не улыбается, в которой душа умерла. Зачем детям эта мать? Или отец, который пьет, идет и бьет их дома? Зачем им, детям, такой отец нужен? Задайте себе этот вопрос, и вы получите ответ, что детям такое не надо. Повернетесь и уйдете, спасете своих детей, и они в итоге вас будут уважать и любить больше, потому что вы их не заставили жить той жизнью, которую вы хотели, под предлогом, что это ради них и во имя них. Понимаете? Не будьте слабаками, не сдавайтесь. 1000 раз упали, 1000 раз поднимитесь. Ничего страшного. Не оглядывайтесь назад, что вы потеряли, сколько вы могли заработать, какие деньги у вас ушли. Ушли, значит, так надо было, значит, вы за что-то заплатили, значит, должны были уйти. Значит, они могли уйти по частям или сразу, но это было не ваше. Вам дали для опыта это время, понимаете, вы этот опыт прошли. Сделайте выводы, живите дальше, люди, не убивайте себя.
Не ради материального, не ради любимых людей, не ради чего. Просто живите. Почему? Потому что я вижу вокруг, что люди не умеют быть счастливыми. Они просто не умеют быть счастливыми. Чего тебе стоит подойти к своей свекрови, которая пилит вас всех, сказать: послушайте, мама, ну зачем вы так вот со мной обращаетесь? Я же к вам с уважением, я же все-таки жена вашего сына, я же хорошо к вам отношусь, я же знаю, что вы в душе все равно добрый человек, вы же одна его подняли. Не может быть, чтобы вы были такая злая и нехорошая, если вы одна подняли своего ребенка, не оставили, не отказались от него. Ваша свекровь поплачет у вас на плече. Попробуйте это сделать, перейти через себя. Ничего же вам не стоит этого сделать, правда? Это не аферизм, это не какое-нибудь там подхалимство. Нет, это мать вашего мужа. Если вы довольны своим мужем, ну сделайте это. Она навеки станет вашим другом. Вы знаете, очень большое, великое умение сделать врагов друзьями. Я несколько раз это делала, и у меня получалось. Были враги, которые безмозглые, правда. Я им писала нормальные человеческие пожелания, что я им желаю счастья на самом деле, потому что счастливые люди, они не озлоблены, не ищут какого-то повода кому-то мстить, на кого-то кидаться. Если человек понимал, то мы становились близкими людьми. Если нет, значит, ну, туда и дорога. То есть можно попытаться, ведь мы все люди, правда? Мы все люди, у нас у всех будут проблемы. Соперница увела твоего мужа, ты не думаешь, что она будет очень счастлива. Конечно, у нее не потому, что ты прокляла, а потому что у всех людей рано или поздно они устают друг от друга. У них тоже начинаются проблемы, и они превратятся со временем в то, что были вы со своим мужем. То же самое будет картина. Просто некоторые мужчины освежают эти чувства, заново начинают, куда-то везут жену, чтобы это все вспомнить. А другие просто прибегают по легкому пути, находят других и уходят в сторону. Вот и все. Вся разница. Отключите эмоции. Если хотите спасти от алкоголизма человека, если хотите спасти от каких-то других таких недугов, отключите эмоции, хладнокровно думайте, что можно сделать в этой ситуации. Ваши эмоции со стороны не видны, они только внутри вас кипят. А ваши действия видны, понимаете? Научитесь жить, отключая эмоции вовремя. Просто отключите, они вас погубят. Потому что когда человек ничего не хочет, он не хочет встать с постели, у него депрессия, ему все в черном цвете кажется, ему на все плевать, ему ничего не интересно. Все, он погиб. Время прошло 20 дней, 30 дней, он так вот провалялся еле-еле. Потом он проснулся, у него ни денег нет, ни работы нет, ничего. Еще хуже стало. А если бы он перешагнул через себя, может, через 2 дня ему бы стало легче, и он бы понял, да нафига мне страдать из-за какого-то там непонятно. Понимаете меня? Научитесь отключать эмоции вовремя. Отключите, вы сможете. Человек на очень многое способен, на самом деле. Попробуйте это сделать, потому что если вы понимаете, что мешает вашей карьере что-то, нечто, и не нужно жертвовать собой. Эту жертву никто никогда не оценит. Даже собственные дети не ценят. Мы тоже говорим, мы эгоистичны. Мы говорим своим родителям: я тебя не просила рожать. Ты могла бы не сделать. Понимаете, мы сразу в лицо бьем. А я тебя не просила. А мне говорят: а я тебя родила, а ты мне вот так вот. Понимаете, вот эти эмоции нам мешают жить. Отключайте их. Просто попробуйте вот месяц вот так пожить, без эмоций, без не то что злобы, не злитесь на себя, не оглядывайтесь на прошлое. Вот он такой. Возьмите, сделайте себе условия, как вы будете с таким человеком жить. Объясняйте ему. Я уже вам сказала, каким образом. Получилось? Отлично, вы вздохнули, и вы отдохнули, и соскучились, и все у вас прекрасно. Он уже не рядом все время. А то вы держите его руками и когтями, и всеми способами, да? А он вас держит, и вы выпиваете друг у друга энергии, и ничего у вас вперед не идет. Попробуйте вот начать вот с малого, с отношений, потом с бизнесом, потом с делами, потом со всем остальным, как я вам сказал. И вы увидите, что ваша жизнь изменится, потому что вы научитесь сами управлять своей судьбой. Не она вами, а вы ей. Всего хорошего.